Здравствуйте, друзья! Сегодня будем в нашем видео разбирать вот конденсаторы. Конденсаторы здесь разных, так сказать, эпох. Эпоха СССР и вот и современные конденсаторы. Мы поговорим про каждый конденсатор, где, как, куда он ставился, из чего состоит, как работает и его применение, естественно. И вот начнем мы вот с такого. Это конденсатор СССР. Называется МБГО-2. Металлобумажный конденсатор, пропитанный маслом. А для чего так делались? Потому что масло это, трансформатор, есть же трансформаторное масло. Это вот оно и есть там. Оно хороший диэлектрик. Рассчитано на высокое напряжение. То есть большие токи они не очень любят. Вот для электродвигателей, конечно, можно на электродвигатель. По старой версии можно, да, ставили на электродвигатели, запускали рабочие пусковые конденсаторы, но внутри масло. Оно могло все равно, масло, если вот неправильная емкость, они могли взрываться. Неправильное напряжение, они могли взрываться. Опять же, масло может потечь. Ставили в основном в аппаратуре. Он любит большое напряжение, но большие амперы он не любит. Может нагреваться. В общем, если сильно нагреться, он взорвется. Ток неподходящий тоже может взорваться. Следующий конденсатор. Вот он. 57-го года конденсатор. КБГ-МН. 6 микрофарад он, в общем. Он тоже бумажно-масляный. Внутри бумага, пропитанная маслом для увеличения напряжения. Лучше подходил для аппаратуры, чем для больших токов, для амперов. И масло, опять же, вот оно пробивается, вот оно протекло и замыкание. Вот в чем минус. Но на электродвигатели тоже ставили. Но в основном было придумано для аппаратуры. Следующий конденсатор наш. Сейчас прочитаем название. А вот он. К4219. 16 микрофарад. 600 вольт. Тоже металлобумажный, масляный конденсатор. Уже вот, другая марка, как бы другая модификация, то есть цилиндрическая форма. То же самое. Нагрев вот у него как бы от минус 20 рабочий диапазон температур до плюс 55. То есть дальше может уже нагреется, если вот ножки нагреются, масло начнет там уже начать выделяться, что-нибудь такое. То есть и опять же, если герметический пробой, то начнет оно течь, может замкнуть. Диапазон температур маленький. Тоже вот в радиоаппаратуре где-нибудь, там выпрямители, вот это все. Для электродвигателей можно, но, как говорится, есть лучше. Но для запуска, в принципе, если запустить, рабочим конденсатором я бы его не советовал. Может потечь. Чуть нагрелся, выше 55, и может масло потечь. Любит напряжение, а не токи. Вот следующий, вот такой вот тоже советский конденсатор К75-7000 вольт. Ну это уже такой, уже хороший такой серьезный конденсатор. На 100, так, насколько он? На 50 микрофарад. Тут уже металлический корпус, а внутри уже масла нету. Внутри уже полипропилен, тоже лента полипропиленовая. Получается две, грубо говоря, ленты, то есть вот два вывода выводятся металлические, и между ними полипропилен. То есть этот уже хорошие температуры выдерживает от минус 60 рабочий диапазон до плюс 85. Вот для электродвигателей, для амперов само то. Не потечет, масла нету. Ставить можно хоть куда, но минус как бы тяжеловатый, большой. Но рабочий диапазон очень хороший. Вот хорошие конденсаторы. Это уже ближе уже к современным пошло. Дальше идем, это тоже вот К4219, это вот, я его просто так достал, это вот мы прошли. Такой конденсатор. СВВ 69 микрофарад. Но это тоже полипропиленовый пленочный конденсатор. Это уже масла там уже нету, полипропиленовый корпус. Внутри тоже диэлектрик. Он нормально держит. От минус 40 может работать до плюс 85. Для электродвигателей рабочий пусковой конденсатор идеально. Конденсатор вот, значит, от холодильника у меня был. Для запуска электродвигателя холодильника, компрессора. К7817. Это полипропиленовый он, корпус у него. Значит, внутри металлическая лента. То есть это вот 4 выхода контакта. Это вот на каждая пара
это отдельный контакт. То есть их всего два. Это для того, чтобы контакты, грубо говоря, вот напряжение можно было распределить. То есть, чтобы не отгорели. Просто можно... Это одно и то же. Одна пластина. Вот это и вот это одна пластина. СВВ-60. Это уже 50 микрофарад. Но это уже для серьезных электродвигателей можно. То есть, можно рабочий, можно пусковой конденсатор. Маленький. В чем вот плюс их? Это вот тоже полипропиленовый пленочный конденсатор. В чем плюс? Они маленькие, легкие. Вот сравните. Вот он. И вот он. И вес. То есть он войдет куда-нибудь там в маленькую коробочку там или еще куда-нибудь. И легкий. И вот вполне компактный. 4 ножки у него то же самое. Это вот одна клемма, вторая клемма. Напряжение большое дадите, можно, она распределится. То есть это одна пластина. И между ними полипропилен. Очень хороший, удобный конденсатор. Это вот современные уже. Выбор стоит, масляные поставить. Вот они. Советские. И допустим вот эти. То моя как бы рекомендация лучше, наверное, вот эти поставить. Они более-менее это любят нагрев, масла нет. Но в случае аварии вот они продержатся дольше. И вот еще остался напоследок. Тут один у меня конденсатор. Очень интересный. Советский электролитический конденсатор. Там электролит внутри, как диэлектрик. Между пластинами. Постоянного тока. Для переменного тока он не пойдет. То есть он тут даже написано. Вот он. ВЗР К5012. То есть 150 микрофарад плюс 30 микрофарад. И напряжение 350 вольт. Но это для постоянного тока. Переменку он категорически не любит. Электролит закипит сразу же. И он может взорваться, этот конденсатор. Спасибо всем за внимание. Хорошего дня. До свидания.